Андрей, представляете, нашел что-то прямо на поверхности, прямо у дороги. Тут же советская каска. Итак, приветствую, друзья! Сегодня вас ждет путешествие в Карелию. Мы сразу же погружаемся в находки. Вы только поглядите. Патроны 7,62-25 для ППШ БТТ. Меня встретила первая чудесная находка из Карелии. Это безопасная бритва. Похоже, что она там целиковая. Что впереди я вижу продолжение. Ручку. Это бритва в сборе. По-моему, да, она целиковая. Была откручена. Так бы, возможно, и лопата ее бы немножечко подушатал. Так-то она вообще нулячая. Вот так вот накрутить, уходит в коллекцию. Что такое? Где? Андрей, представляете, нашел что-то прямо на поверхности. Там далеко идти-то? Я там иди вот туда, вот прямо, и увидишь. Вот так вот иди. Я просто прибор оставил. Вот так вот иди. Ах, нифига себе. Вы только посмотрите. Обалдеть! Обалдеть! Верховой рогач. Как вообще такое возможно? Ну, конечно, с дыркой, но дырка простреленная именно. Иди посмотри. Как, что вы на это скажете? А что говорить-то? Ни хрена не сказать. Рогач. Надо походить здесь, некопанные места. В этом месте осколочное ранение у каски. Фину не повезло, я так подозреваю. Но вообще это большая редкость встретить так. Что, попробуем ее перевернуть? Как вы думаете, как будет та сторона? Хорошо сохранится она или нет? Оп. И с той стороны она, кстати, более-менее. Я думал, ей конец. Ух, в ней муравейник. И что-то горелое внутри. Наверное, горело, либо в ней костер разводили. Но боюсь, что муравьев придется выселить. Диск для пулемета Дегтярева карельский. Вполне живой. Похоже, где-то здесь все-таки был бой рядом. Что вокруг было пусто. И вот мы нарвались на точку. Нож. Причем стальной. Какой-то кованый. Ну, финны, они любили такие штуки. Это, ребята, затвор от Маузера. Немецкие винтовки, особенно с Первой мировой еще, частенько у финнов встречаются. У финнов были многие образцы вооружения других стран. Я так понял, что им продавали их за недорого. Это и гранаты, и винтовки, и остальные вещи, что можно встретить в Карелии. Совсем редкие образцы. Охренеть! Это же фара какой-то огромной машины. Вот это класс. Жалко, ее разбомбили. В этом вся Карелия. Камни и сосны. Ну еще, конечно, озера красивейшие.
утопить хочешь, да? — 45 гильза. Танки атаковали тут 42 год. финские позиции. Угу. А потом, видимо, саперы вытащили из них снаряды. А, он не стрельный? Нет, не стрельный. Газаев пропагандирует тут Советский Союз. Ценности. Серп и молот. Наоборот. О, да, точно. Прямо у дороги. Тут же советская каска. В обочину вдавленная. Что-то по нему проехалось. Угу. Похоже, что трак от танка. По-моему, не от советского. Типа Т-3. Я думаю, колесо, наверное, такое. Может, допустина какая-то. От танка? Ой, это домкрат. Привод. Привод? Угу. Кого интересно? Он, кажется, тот же, что и это самый трак, нет? Может быть. Но это либо привод, либо маятник. Ну, часть опорная. Сюда, по идее, подшипник одевается, вал просовывается. Выглядит, как будто дно снаряда и поясок есть. Но это совсем другое. Старинная фляга. Копаем по финнам, в том числе. Поэтому что-то финское. Из финской армии, скорее всего. Какие-нибудь войска Дании или Швеции. Кто поставлял все это дело. Такая фляга. Весьма неплохая по состоянию. Горы патронов, конечно, поражают. В пачках, смотрите. За это, конечно, Карелию все и любят. За состояние находок. Смотрите. Проложено бумажечками. Отлепляешь, и оно блестит. Картоночку снимаем. И идеальные патроны. Тем временем у нас сигнальчик. Это магазин для пистолета, пулемета Судаева.
Вот. Ох, он целый. Тяжеленный. Прикинь, Миша, он целый. Редкий случай. А мы не находили, по-моему, особо целых. Находили, но редко. А, это ППС именно? Да, да. Не зря говорят, не стойте под деревьями, когда гроза. Вот там, например, в дерево попала гроза. В огромное. И до конца разбила. Уж не знаю, финская это тарелка или советская. Но клеймо странное. Не похоже на советское. Что это у нас? Неужели это от катушки связи, по-моему? Ну, мне так кажется. Ну, давай. Дает. Что там? Ща, подожди. Да там просто можно листочки снять. Мы в Карелии. Все на поверхности. Нифига себе поверхность. О, Нет, камень. камень. О. Их. Точно по алюминию. Почувствовал мягкость Котелок. алюминия. Я даже по звуку было понятно. Это крышечка, да? Ну, не знаю. А может манерка? Нет. Нет. Крышка, да. Крышка. И фашистская. Трехклепочная. И подписная. А? Да. Какая-то финская длинная фамилия. Гагарин, по-моему, написано. Нет, Смирнов. Галинин. Галиев. Галинин. Надо проверить на останки. Порой мелкие одиночные сигналы бывают тоже интересны. 45-й ICP. Прикинь. Томпсон. Ты хоть раз находил? По войне. Наверное, нет. Что он тут делает? Ну, финнов много чего было. Наверное, Томпсон у них был. Угу. Скорее всего. Либо Кольт 911. Что скорее всего. Ну да, пистолет может быть. Это сложно увидеть, но Газаев как-то увидел. Монету он выкинул. И еще царапнул ее. Да. Молодец какой. Хуже, что это 3 копейки, Газаевич. Царский, да? Да. Ну, может быть. Я не Надо вижу. сейчас сразу с песком ее как начистить посильнее, чтобы... Пока не видно, что это за монета. Есть подозрение на 3 копейки, но смущает круг в центре. Лопата, неужели? О, да. О, классная. А смотри, у нее отверстие. Для переноски или для чего использовать? Не знаю. Можешь проволоку вязать. Опасная находка очередная. У нас граната РГ-42. С предохранительной скобой и кольцом. Рвать люз РГ.